38-я серия аниме «Блич. Тысячелетняя кровавая война» — это серия флешбэк, которая посвящена Юграму Хашвальту и Базарду Блэку. Они оба поклялись отомстить Яхве за уничтоженный дом, но судьба развела их по разные стороны баррикад. А о том, что аниме лучше передает настрой сюжета, чем манга, расскажу вам я, Стил, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Но для начала стоит сказать о том, что в манге Базби пришел поквитаться со своим другом намного раньше, чем в аниме. 38-я серия адаптирует сюжет с середины 630 главы по 634, то есть еще перед тем, как прошли бои Маюри и Кёраку. Такая перестановка сцен, как мне кажется, пошла сюжету только на пользу. В манге происходит очень сильный временной разрыв между тем, как Баз сражается с Хашвальтом, и тем, как Хашвальт преграждает путь Ичиго. В аниме же это будут соседние серии. Таким образом, на Хашвальте сделан важный акцент. А еще в аниме нам показали то, как шинигами пришли в Варвельт и сразу же начали сражаться, без задержек на флешбэк. Сцены же внутри самого флешбэка тоже переставлены местами, но не критично. А серия начинается с того, как Юга и Баз встретились впервые в лесах Царства Света, Лихтрейха. И я сразу же хочу начать хвалить аниматоров, потому что задники выполнены на превосходном уровне. С поправкой на стиль рисовки, это вполне себе уровень фрирен, которую за красивые задники не хвалил только ленивый. Хотя я уже предвижу хейт по поводу двух статичных кадров с 3D-солдатами в середине серии. Но лично я легко могу их простить, ведь в серии помимо отличных задников еще есть и боевая хореография, как оригинальная из манги, так и новая. Но давайте обо всем по порядку. После обмена ударами Базби обвиняет своего бывшего друга в том, что Яхве провел Аусвелен, а Хашвальт знал и никак не предупредил об этом. И здесь у нас вырезня. Да-да, не удивляйтесь. В аниме вырезаны слова Базарда, который говорит только о том, что всех Штернритеров, которых посчитали недостойным, уничтожил Аусвелен. В манге же нам напоминают, что те Штерны, которые не попали под луч, потеряли свой фольштендинг. Только фольштендинг, а не все силы. Именно поэтому Баз использует свои пылающие пальцы. Именно поэтому Лильтота все еще может увеличивать свой рот и поглощать сожранных врагов. И именно поэтому Жизель смог сделать зомби Кэндис и Менинас. Диалог бывших друзей очевидно не задается, и нас снова переносят в прошлое. Баз нам предстает как хвастливый, но не бессердечный паренек, который берет под свое крыло того, с кем никто из Квинси не стал бы якшаться. Юга не может создать лук, живет без родителей, он слаб и беспомощен. Красноволосый не может пройти мимо такого человека, но сцена их душевной первой встречи оканчивает дядя, единственный оставшийся у Юграма родственник. Если в манге этот момент слабо акцентирован, ведь нельзя передать текстом тембр голоса, то в аниме... В аниме голос у дяди Юга настолько мерзкий, что зритель моментально понимает, как живет молодой блондин. И то, по какой причине он выглядит как зажатая, немногословная, бледная тень человека. Отлично сделанная сцена. А нас возвращают обратно в настоящее, лишь для того, чтобы Хашвальд попросил База не разрушать замок. Зачем? Ему жалко камни, ему жалко силы, которые потратил Яхве на постройку Варвельта. Это, конечно, моя теория, но все же. В сюжете ТКВ ясно видны параллели между устройством двух военных организаций — Гатей-13 и Ванденрейха. И там есть солдаты, есть капитаны и Штернритеры. И там есть король и его личная стража, которая не разменивается на сражения остальных войск. И там личная стража прямо привязана к своему начальнику. Нулевой отряд не умрет, пока цел дворец и жив король душ. Их можно воскресить, назвав по имени. Шутштафель же резко повышает свой уровень сил после того, как Яхве открывает свои многозрачковые глаза. На данный момент сюжета Яхве уже занял место короля душ и создал огромный замковый комплекс. Он все еще не изменил мир по своему желанию, потому что пока не может. Его хватает пока что только на перестройку бывшего дворца короля душ. Моя теория заключается в том, что замок Вельт выполняет
ту же функцию, что и дворец. Не в том смысле, что можно воскресить Лилье или Перниду, назвав их по имени, а скорее то, что замок олицетворяет саму силу Яхве в данный момент. Он поглотил короля душ, но еще не уснул и не переварил его силу. А что вы думаете на этот счет? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. Дальше же нам показывают просто восхитительно сделанную сцену уничтожения родного замка База Яхвачом. В манге же это одна страница, где ничего толком не показано, а просто скупо текстом описано, что пришел Яхве и сжег замок. В аниме же сцена уничтожения замка показана во всей красе, под неувядающую композицию Soundscape to Ardor, что крайне положительно влияет на эмоциональное вовлечение зрителя в трагедию Базарда и Хашвальта. В аниме видно, как лейтенанты Яхве вырезают стражу, а женщину рядом с Базом убивает одна из них. Если я не ошибаюсь, эту девушку Квинси зовут Никита Детлок или Детрок, фиг поймешь этот японский, и убивает она, очевидно, никакую не мать База. Цвет волос нарисован намеренно иной. Кем она приходится, парню, тетей или еще кем, неизвестно. А дальше Яхве уничтожает весь замок огромной стрелой, что полностью противоречит манге, где прямо было сказано, что он никогда не сражался луком и стрелами, как другие Квинси, а побеждал всегда сверхъестественной силой. Еще одна интересная мелочь. Баз после взрыва выжил только потому, что упал на тело женщины рядом с собой. И да, все покорение совершили 5 человек, что демонстрирует то, что Яхве, как и Хашвальд, делает намного сильнее окружающих его людей. Затем нам расширяют уже следующую страницу. Здесь также не текстом, а визуально показывают, как двое выживших детей обыскивают разрушенный замок в поисках чего-то, на что они смогут жить, а Хашвальд подбирает меч, который останется с ним навсегда. В манге же этот двуручный меч появляется из ниоткуда. Базу некуда идти, а Юга говорит, что его дядя сгорел в пожаре. Сгорел сам или Юга ему помог, это я оставлю уже на вашу фантазию. Что еще крутого сделали в аниме, так это то, что во время монолога База о том, как проходили для них последующие 5 лет, меняются времена года. Как вы уже успели заметить, Тайта Куба достаточно лениво подошел к визуализации этого флешбека, оставив лишь описание. Но это не из-за того, что издательство просило его завершить мангу, как думают некоторые, а из-за состояния здоровья самого Куба. Я развеивал этот миф в отдельном видео. Обязательно поглядите его по подсказке справа сверху. Тем временем наступает судьбоносный день. Отряд Яхве возвещает о том, что открывается набор в новое подразделение, которое будет в авангарде наступления на сообщество душ — Штерн-Риттеры. Баз считает, что это их шанс и преграждает дорогу Хьюберту. Это все идет по манге. Но приходит Яхве и объявляет, что нашел то, что искал. И это Хашвальд. Его вторая половинка. Квинси со способностью делиться своей душой и усиливать окружающих. Правда, он не может, как Яхве, возвращать к себе силы обратно и усиливаться за их счет. И тут я должен вам указать на очевидную ошибку в аниме. Яхве приходит за Хашвальдом, уже имея трехзрачковые глаза. Но вот в 9 серии второго Кура, во время встречи с Ичибеем, у Яхве двухзрачковые глаза, хотя это, очевидно, более поздняя сцена по таймлайну. Самое простое объяснение — это то, что в 9 серии попросту ошиблись. Но если мы попытаемся объяснить это в рамках лора, неужели Яхве ослаб за это время? Единственное предположение, которое у меня есть, это то, что Яхве, отбирая Штерн-Риттеров и гравируя на их душах шрифты, увлекся раздачей своей души и слегка ослабил свой Almighty. Возможно, это побочный эффект гравировки первого шрифта The X-Axis Лилье Баро. Но вот что я знаю точно, так это то, что большое видео с разбором Яхве уже готово. К сожалению, никто из зрителей так и не понял, что Яхве на самом деле главный герой Блича. И я хочу показать вам его точку зрения, а за достоверность сценария лору следит мой соавтор и сильнейший воровед Тада. Сейчас это видео в раннем доступе на Бусти. Вы его долго ждали, и поэтому я анонсирую скидку в 50% на первый месяц подписки. В свою очередь, Тада скоро выпустит
видео с детальным разбором способностей Квинси и самого Яхве, в котором я тоже поучаствую. Так что обязательно подпишитесь и на его канал тоже. Ну а сейчас я благодарю всех, кто состоит в моем бусте 13, а особенно главного героя Onyx Драгона и главнокомандующих Найт Киви и Николая Бондаренко. Итак, Яхве забирает Юга с собой, а Баз считает себя преданным, ведь это он должен был убить Яхве. Рыжий мальчуган не справляется с эмоциями и стреляет в императора Квинси, но стрелу перехватывает Хашвальд. Если пару минут назад предательство было лишь в голове База, то сейчас Хашвальд выбрал сторону. Кстати, заметьте, и в манге, и в аниме видно, что молодой Хашвальд, защищая своего господина, поранился, схватил стрелу за наконечник. Взрослый же Хашвальд поймал стрелу за середину, и по данной мелочи можно понять прогресс сил самого Хашвальда и то, какая пропасть теперь между двумя бывшими друзьями. И нас обратно возвращают в настоящее, в котором Хашвальд ответным ударом нанес серьезный урон Базу. Он еще раз говорит ему остановиться, даже называя того по имени и фамилии, но красноволосый не успокаивается, идя до конца. И снова возвращение во флешбэк, на этот раз уже через 3 года после предательства Хашвальда. И я вижу по ту сторону монитора немой вопрос: как за 1000 лет Баз Би и Хашвальд почти не постарели, в то время как тот же Ямамото за этот же промежуток времени из взрослого мужчины превратился в старика. Ну что ж, пришло время новой лекции. Если вы смотрели мои видео, то помните, что такое Тамаши, Рейтай и Конпаку. Тада меня не похвалит, но я упрощу так, чтобы было понятно. Тамаши, бессмертный дух, после очередного цикла реинкарнации тоже взрослеет, меняя под себя Рейтай. Соответственно, стареет и внешность Конпаку, как союз Тамаши и Рейтая. Таким образом, внешний вид персонажей душ зависит от того, насколько они себя неосознанно чувствуют. Именно поэтому Ямамото за 1000 лет постарел, а вот Унохана, как выглядела взрослой женщиной, так и осталась. Взросление База и Хашвальда в мире живых вполне нормальное, как для аниме, но дальше произошло вторжение в Сейрейтей. Как вы помните, силы Яхве разбил Ямамото, но среди погибших не было ни База, ни Хашвальда. Остатки Квинси Лихтрейха ушли в тени Сейрейтея. У них не стало их физических тел, поэтому и взросление, и старение пошло уже по правилам не реального мира, а по тем, которые я описал выше. Тем не менее, уже в настоящем Баз продолжает свои атаки, и Хашвальду ничего не остается, как отрубить бывшему другу руку. В манге это очень запоминающаяся сцена, когда рука, все еще напитанная пламенем, сносит одну из башен. В аниме же хоть и нет ровно такого же момента, вероятно из-за цензуры, зато сцена куда сильнее запоминается. Последующая атака База и финальный удар также отлично сделаны. Мое уважение аниматорам. А серия завершается тем, что Хашвальд безмолвно поднимается обратно по лестнице. Но, как вы можете заметить, уголки его губ опущены. Он явно жалеет о том, что пришлось так поступить со своим бывшим другом. А какие у вас впечатления о серии? Погодите, сначала ее нужно посмотреть вместе со мной на Твиче через 2 часа после выхода этого видео, а затем завтра прийти на очередной стрим на Ютубе и уже там поделиться своими впечатлениями. Ну и комментарии, как всегда, открыты. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.